I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Середина 80-х годов прошлого века – время, которое жители Лос-Анджелеса вспоминают с содроганием, ведь на протяжении нескольких лет город буквально лихорадило от серии жесточайших и необъяснимых убийств, происходивших практически ежедневно. Преступник, называвший себя ночным сталкером, за одну ночь мог совершить сразу несколько зверских нападений. Называя себя слугой сатаны и наслаждаясь своей безнаказанностью, он держал в страхе сначала только жителей Лос-Анджелеса, но потом переключился и на другие города США. Ричард Рамирес родился в 1960 году в городе Эль-Пасо, штат Техас. Он был младшим из 5 детей в семье Хулиана Рамиреса, мексиканского иммигранта и бывшего полицейского, который на момент рождения Ричарда работал железнодорожным рабочим. Хулиан был жестоким и агрессивным по отношению к своей семье человеком. Он регулярно применял физическое насилие к детям и жене Мерседес. Это трудно представить, но Ричарду даже приходилось спать на кладбище, чтобы избежать побоев, которые мог нанести разъяренный отец. Мерседес замечала, что ее муж чаще и чаще стал выходить из себя, в гневе он становился страшным и неуправляемым. Хулиан бросал, бил и ломал предметы и вещи, которые его окружали, крушил стены и выбивал двери. К сожалению, все 5 детей унаследовали его взрывной характер. Их поступки порой сопровождались настоящей жестокостью и садизмом. В порыве злости и раздражения они громили все вокруг, повторяя действия отца. Днем, пока его братья и сестры были в школе, Ричард находился дома один и часами развлекался, играя во дворе в ковбоев и индейцев. Он был очень активным ребенком, никогда не сидел на месте. В 2 года Ричард чуть не погиб. Он остался дома с няней, которая смотрела по телевизору сериал. Мальчик попросил ее включить радио, чтобы послушать музыку и потанцевать. Няня отказала ему, и тогда Ричард решил сделать это самостоятельно. Приемник стоял на высоком деревянном комоде в родительской спальне. Дотянуться до него Ричард не мог. Тогда он выдвинул все ящики, соорудив подобие лестницы, и полез по ним вверх. На 3-м ящике комод под его весом опрокинулся и придавил малыша. От удара Ричард потерял сознание, получив травму головы. Мальчика отвезли в больницу. Чтобы зашить рану, потребовалось наложить 30 швов. Шрамы остались на всю жизнь. Со временем эта травма дала о себе знать. В 5 классе у Ричарда появился первый припадок. Врачи поставили ему диагноз «височная эпилепсия». По мнению специалистов, людям с таким заболеванием свойственны внезапные приступы гнева и ненормальное сексуальное поведение. У Ричарда случалось до 24 припадков ежемесячно, пока он не достиг подросткового возраста. Несмотря на то, что лечения он не получал, со временем припадки повторялись все реже и реже, а потом и вовсе прекратились. Уже в 10 лет Ричард начал курить марихуану и все реже появлялся в школе. Когда ему было 12, он стал проводить много времени со своим кузеном Майком, который недавно вернулся из Вьетнама, где он принимал участие в боевых действиях. В глазах подростка он был самым настоящим мужчиной, отважным героем, победителем, с наградами и трофеями в виде полароидных снимков поверженных врагов. Майк с упоением рассказывал двоюродному брату о том, как он издевался над вражескими солдатами, жестоко пытал их и в доказательство своих слов показывал ужасающие снимки. Именно двоюродный брат научил мальчика навыкам партизанской борьбы. Также мужчина научил подростка пользоваться ножом и одеваться во все черное, чтобы казаться более незаметным ночью. Возможно, Майк страдал от посттравматического стрессового расстройства и после возвращения с войны не получил необходимой психологической помощи. В 1973 году Рамирес стал свидетелем ссоры между Майком и его женой. Во время конфликта двоюродный брат Ричарда выстрелом в упор из пистолета убил свою возлюбленную. Кровь несчастной жертвы попала на лицо стоявшего рядом Ричарда. Несомненно, случившееся оказало на него сильное психоэмоциональное воздействие, ведь после увиденного он замкнулся в себе и окончательно бросил школу.
Вот как он описывает это событие. Был солнечный день, я зависал с братом. Около 3 часов дня мы зашли к ним в дом. Произошел этот инцидент. Его арестовали, поместили в тюрьму. Неделю-две спустя его мать позвонила моим родителям и попросила их сходить в дом, забрать кое-какие вещи для них. Я помню, что пошел с ними. Мы с отцом зашли внутрь, не зная, что там найдем. Это был наистройнейший опыт, я имею в виду оказаться там после убийства Джесси. Эта атмосфера как будто все еще висела в воздухе, это было как-то мистически. Я мог все еще чувствовать запах ее крови. Солнечный свет просачивался в комнату, и можно было увидеть частицы пыли в золотых лучах солнца. После этого события образ жизни Ричарда Рамиреса резко поменялся. Все свое время молодой человек стал проводить на улице, среди таких же, как он, подростков латиноамериканского происхождения. Здесь были свои законы и своя мораль, которым он подчинялся. Начав с мелких краж в магазинах, он постепенно перешел к грабежам домов. За ним закрепилась репутация вора, которой он очень гордился. Отныне главной целью Рамиреса было стать профессиональным грабителем, одним из тех, чьи фотографии помещают в газетах. Примерно в это же время парень увлекается сатанизмом. В течение нескольких следующих лет он неоднократно меняет место жительства, переезжая из Эль-Пасо в Сан-Франциско и обратно. Его неоднократно арестовывают то за хранение марихуаны, то за мелкие кражи, но каждый раз отпускают, почему-то не доводя дело до суда. Тогда же он принимает решение переехать в Лос-Анджелес. Там он сразу пристрастился к кокаину. Ричард был одержим эйфорией и ощущением силы, которые давал ему этот наркотик. Получив дозу, он чувствовал себя непобедимым. Из-за действия кокаина Ричард все чаще грезил о сатане и своей причастности к нему, лелея в себе садистские наклонности. Наркотик стал проводником в мир извращений и кошмаров. Рамирес был уверен, что многих привлекает темная, дьявольская эстетика. Достаточно взглянуть на музыкальную сцену. Сколько группы музыкантов воспевают зло: Black Sabbath, Оззи Осборн, Билли Айдол, Ронни Джеймс Дио, Джудас Прист и AC/DC были любимыми исполнителями Ричарда, и он знал наизусть тексты всех их песен. Прошло больше года с тех пор, как Ричард Рамирес приехал в Лос-Анджелес. Он жил в угнанных машинах. Покатавшись на одной несколько дней, он бросал ее и угонял следующую. Делал он это легко и непринужденно, либо замыкал провода, либо, воспользовавшись моментом, садился в открытую машину на заправке, пока владелец расплачивался за бензин. Обоим трюкам он научился еще в Эль-Пасо. На угнанных машинах он начал изучать сложную систему лос-анджелесских автострад. Подробно изучив карты, он принимает решение грабить дома в каждом районе. Чаще всего он работает по ночам. Рамирес неслышно пробирается в дома горожан, пока они спят, берет все, что может, и также незаметно уходит. В 1982 году его арестовали за угон автомобиля и посадили в тюрьму на 5 месяцев. Там он знакомится с сокамерниками, такими же сатанистами, которые просветили его, как грабить дома и не попасться полиции. Выйдя из тюрьмы, Рамирес возвращается к своей обычной жизни: квартирные кражи, угон машин и кокаин. Помимо этого, он начинает демонстрировать окружающим, что является последователем сатаны, повсеместно рисуя пентаграммы и оставляя после себя сатанинскую символику. Рамирес никогда не был аккуратным, но в тот период личная гигиена практически исчезла из его жизни. От него постоянно воняло грязным телом, потом и мочой. Ричард обожал сладости и кока-колу, но не ухаживал за зубами, они разрушались и выпадали. Рамирес не любил дантистов, потому что терпеть не мог сидеть с открытым ртом, пока чьи-то руки копались в нем, причиняя боль. Первое убийство произошло 10 апреля 1984 года. Его жертвой стала маленькая 9-летняя Мэй Люн. Она гуляла на улице со своим младшим братом. Во время прогулки она потеряла монетку и принялась ее искать. Рамирес подошел к девочке и сообщил, что нашел деньги. Он повел ничего не подозревающую Мэй в подвал одного из зданий, где жестоко избил и изнасиловал ее, а затем зарезал ножом. После этого Рамирес оставил тело несчастной девочки на трубе и скрылся. Почти четверть века следствие не могло установить причастность Рамиреса к этому зверскому преступлению, но благодаря ДНК-анализу в 2009 году это, наконец, удалось сделать. Следующей жертвой стала 79-летняя Дженни Винкоу. В ее квартиру он пробрался через открытое окно и сразу заметил, что обстановка в квартире очень скромная, украсть нечего,
а значит и не на что купить наркотики. Преступника это очень разозлило. Он ринулся к спящей женщине и в приступе ярости вонзил в ее грудь 15-сантиметровый охотничий нож. Женщина проснулась и попыталась сопротивляться, но безуспешно. Рамирес ударил ее ножом в шею, а потом сделал надрез от уха до уха, да так глубоко, что едва не отсек пожилой женщине голову. Когда ее тело забилось в конвульсиях, преступник почувствовал возбуждение и ощутил свое единение с сатаной. Напоследок он взял радиоприемник и тихо вышел из квартиры. После совершения этого убийства Рамирес затаился почти на год, но по-прежнему продолжал воровать и употреблял наркотики. Свое следующее преступление хладнокровный убийца совершил в феврале 1985 года. Он пробрался в дом и похитил малышку, 6-летнюю Анастасию Хронос. В машине Рамирес заставил ее открыть бардачок, в котором лежал пистолет, и сказал ей: «Просто чтоб ты знала. Вот оно». Затем мужчина заставил Анастасию залезть в спортивную сумку. В ней он принес девочку в свой дом и уже там приступил к изнасилованию ребенка. После нескольких часов пыток преступник снова засунул еле живую малышку в спортивную сумку и покинул дом вместе с ней. Он отвез девочку на заправку и сказал, чтобы она зашла внутрь и позвонила в службу 911. После этого Рамирес сделал перерыв, но уже через месяц, в марте 1985 года, он проснулся с маниакальным желанием вновь убить человека, ведь последнее подобное преступление принесло ему невероятное наслаждение. В этот раз жертвой стала молодая девушка Мария Эрнандес, очень привлекательная миниатюрная брюнетка с большими круглыми глазами и чистой оливковой кожей, возвращалась домой после ужина у своего парня. Преступник заприметил ее на автостраде. Он ехал за девушкой 3 квартала, пока она не притормозила и не свернула направо в свой дом на Village Lane. Мария жила вместе с подругой. Ричард дождался, пока девушка заедет в гараж дома. Он отметил, что зеленый фургон соседки уже был на месте. Когда Мария припарковала автомобиль и пошла к дому, убийца двинулся прямо на нее. Он выстрелил в девушку, но она, защищаясь, подняла правую руку, и пуля чудом отрикошетила от связки ключей. Мария упала, притворившись мертвой. Решив, что девушка убита, мужчина отпихнул ее тело в сторону и пошел в дом. Внутри находилась подруга Марии. Она, не помня себя от страха, спряталась за кухонной стойкой в надежде, что нападавший не заметит ее. Но едва она высунула голову, чтобы осмотреться, он выстрелил, и пуля попала ей прямо в лоб. Преступник же, ничего не взяв, выбежал из дома. Только в машине Ричард почувствовал сексуальное возбуждение от того, что произошло. Сидя за рулем, он снова и снова прокручивал в голове то, что произошло, пытаясь восстановить в памяти всю картину до мельчайших подробностей, смакуя звуки, запахи и свои собственные ощущения. Практически в самый момент вожделения Рамирес заметил с правой стороны автомобиль, которым управляла молодая девушка. Она съезжала с шоссе в Монтерей-парк. Убийца резко вывернул руль и во второй раз за вечер погнался за случайно попавшей ему в поле зрения женщиной, которая даже не подозревала о преследовании. Остановившись на красный свет, Рамирес вышел из машины и направился в сторону автомобиля девушки. Он попытался вытащить ее через открытое окно, но у него не получилось. Затем он достал пистолет 22-го калибра и выстрелил ей сначала в бок с правой стороны, затем в поясницу. Раненой девушке чудом удалось выбраться из автомобиля, и она стала кричать. Рамирес же в это время сел в машину и скрылся. Чуть позже девушка умерла. Мария Эрнандес, жертва того же вечера, не запомнила ни марку, ни цвет, ни номер его машины. Она была слишком потрясена, чтобы ясно мыслить. Единственное, чем смогла помочь полиции перепуганная девушка, это найденная ею улика – бейсболка с принтом AC/DC, которую убийца обронил, когда стрелял в нее. После убийства 2 девушек Рамирес осознал, что этот акт был для него высшим наслаждением. Он считал, что чем более отвратительным и жестоким будут его нападения, тем больше будет доволен сатана. Спустя 8 дней после двойного убийства ночной сталкер, как сам называл себя этот изверг, снова отправился на охоту. Следующими его жертвами стали Винсент и Максин Зазаран на Стронг-авеню. Незаметно проникнув ночью в дом, Рамирес прошел в спальню и выстрелил в голову Винсенту. От звука выстрела проснулась Максин, которую Ричард сразу жестоко избил. Затем он связал ей руки и приступил к поиску драгоценностей в доме. Максин знала, что муж хранит под кроватью дробовик. С невероятным трудом освободившись от пут, она вытащила дробовик из-под кровати и наставила на нападавшего. Произошла осечка. К несчастью для Максин,
муж не зарядил ружье. Рамирес пришел в ярость. Он трижды выстрелил в женщину из пистолета, а затем начал бить. Но и это не успокоило его. Маньяк взял на кухне разделочный нож и попытался вырезать своей жертве сердце. Он не пробился сквозь грудную клетку и оставил разрезы в виде зияющего перевернутого креста над и под левой грудью. После чего он вырезал ее глаза, положил их в шкатулку и взял с собой в качестве трофея. И только после этого он ушел. На следующий день друзья Зазара нашли их изуродованные тела и сразу вызвали полицию. В тот момент полицейские еще не связали между собой 3 убийства и 1 покушение. Они предполагали, что все эти преступления совершены разными людьми. Спустя 2 недели, 14 мая 1985 года, в районе Монтерей-парка Рамирес проник в дом супругов Дои. Лилиан из-за перенесенного несколько лет назад инсульта была прикована к инвалидному креслу. Преступник традиционно проник в дом через окно и направился в спальню. Билл, проснувшись от шума и увидев незнакомого мужчину, вытащил свой пистолет и попытался выстрелить в преступника, но не успел. Рамирес первым нажал курок, направив ствол прямо в лицо 66-летнего мужчины. Убийца попытался выстрелить еще раз, но пистолет заклинило. Это очень разозлило убийцу. Ричард решил избить Билла до потери сознания кулаками. От звука выстрела проснулась Лилиан. Она слышала стоны Билла, его мольбу, но не могла пошевелиться. Она лежала с широко открытыми глазами, ощущая леденящий кровь ужас, слыша, как убивают ее мужа. Преступник, вошедший в раж, подошел к женщине, зверски избил ее, пригрозив, чтобы она не шумела, иначе ее ждет смерть. После этого Рамирес сковал руки Лилиан наручниками и пошел искать драгоценности, которые, по его мнению, наверняка были спрятаны в доме. Но в это время Билл, выживший после выстрела в лицо, пытался встать, но Рамирес, заметив это, снова избил его до бессознательного состояния. После этого маньяк вернулся к Лилиан и изнасиловал ее. Затем он, наконец, покинул дом. Билл, очнувшись, из последних сил смог вызвать скорую и полицию. Но это было последнее, что он смог сделать. Смерть Билла Доуэ была зафиксирована в 5:13 утра. Ночью 29 мая преступник на очередной угнанной машине остановился в городе Монровия, в долине Сан-Габриэль. Наугад он выбрал дом Мейбл Белл и ее сестры, 81-летней Флоренс Лэнг. Незаметно проникнув в дом через парадную дверь, которая, как назло, была не заперта, он вошел в спальню. Рамирес связал обеих сестер и нанес им несколько ударов молотком. Затем он взял помаду и нарисовал пентаграмму на стене и бедре Мейбл Белл. Возбудившись, он изнасиловал Флоренс Лэнг, взял на кухне безалкогольный напиток с бананом и ушел. На следующий вечер за рулем все того же серого Мерседеса он вновь отправился на охоту. Рамирес испытал такое наслаждение от насилия, совершенного в доме Мейбл Белл, что готов был взорваться, если сейчас же не получит очередной порции острых ощущений от своих зверств. Следующей жертвой стала 42-летняя Кэрол. Ночью он проник к ней в дом и разбудил ее светом от фонаря. В квартире с женщиной находился ее 11-летний сын, который спал в соседней комнате. Рамирес вытащил Кэрол из постели. Женщина осознавала, что от ее действий зависела не только ее жизнь, но и жизнь ее маленького сына. До смерти испуганная внутренне, внешне она смогла остаться невозмутимой. Кэрол была дипломированной медсестрой, поэтому умела сохранять спокойствие в экстренных ситуациях и общаться с психопатами. Рамирес потребовал у Кэрол отдать все драгоценности. Чтобы он не навредил сыну, женщина принесла все, что у нее было, вплоть до подвески, которую носила не снимая. После этого он изнасиловал женщину, затем несколько раз уточнил, как добраться до шоссе, и ушел. Позже на допросе Кэрол описала его как взвинченного, грязного, плохо пахнущего человека, и еще она отметила его ужасающий смех, который напомнил ей смех гиены. В начале июня убийца вновь выходит на охоту. Как и всегда, он ехал в угнанной машине. Рамирес съезжает с шоссе в направлении пика Ривьера и подыскивает какой-нибудь дом, стоявший на отшибе и не привлекающий внимания. Именно таким оказался дом Джона Родригеса и его жены Сьюзен. Рамирес заглушил двигатель, выключил фары и вышел из машины. Но напасть на них у него не получилось, так как супруги не спали, и эффекта неожиданности не произошло. Злой и раздраженный, он продолжал охоту даже после восхода солнца. В Игл-Роке он попытался похитить девушку, но та закричала, отбилась от него и убежала. Ее крики услышал сосед с первого этажа и набрал 911. Однако Рамиресу удалось скрыться. 2 июля он приехал в Аркадию и снова через окно проник в дом к 75-летней Мари Луиз Кеннон.
Удостоверившись, что женщина была в доме одна, Рамирес набросился на нее и избил попавшейся под руку лампой до потери сознания, но это не принесло ему ожидаемого наслаждения, и тогда он взял кухонный нож и вонзил его в горло жертвы. В безумной жажде убийства он крутил, проворачивал и погружал в тело нож снова и снова. Совершив очередное убийство, Рамирес обыскал дом, забрал все ценные вещи и ушел. 5 июля, прибыв в Сьерра-Мадре, он тайно проник в дом Стивена Беннета, в котором находились его жена и двое детей, 16-летняя Уитни и 18-летний Джеймс. Спальня девушки была недалеко от входа, поэтому Рамирес направился туда. Он подошел к кровати, зажал девушке рот ладонью и ударил ее монтировкой. Затем маньяк с наслаждением нанес ей еще 10 ударов, а потом, не найдя нож, принялся душить ее проводом. Девушку спасло то, что провод заискрился, и слуга сатаны испугался. Ричард решил, что это божий знак, и поспешил удалиться из дома через окно. Когда девушка очнулась, то о нападении она ничего не помнила, поэтому не смогла не только описать преступника, но и вообще что-либо рассказать о произошедшем. К счастью, Уитни выжила, но ей потребовалась длительная реабилитация и множество операций. В общей сложности девушке наложили 478 швов. 7 июля Рамирес совершает еще одно преступление. Его новой жертвой становится 60-летняя Джойс Люсиль Нельсон. Женщина жила в бледно-желтом доме длиной в 30 метров и шириной в 15. Убийца проник в переднее окно дома и увидел женщину, которая спала на диване в гостиной. Он удостоверился, что в доме никого кроме нее нет, и приставил к голове жертвы автоматический пистолет 22-го калибра. Джойс проснулась. Он схватил ее за волосы и потащил в сторону спальни, но Джойс Нельсон ему сопротивлялась и потребовала, чтобы он немедленно ушел. Ее требование привело его в ярость, и он ударом кулака повалил ее на пол, наклонился и быстро, работая кулаками как поршнями, довел ее до потери сознания. Потом затащил ее в спальню за волосы и забил до смерти, пнув ногой в лицо с такой силой, что она резко покатилась по полу. На ее лице остался четкий след подошвы от его кроссовка. После этого Ричард обыскал весь дом, забрал все ценности и удалился. По аналогии с семьей Зазара, Рамирес напал на семейство Кнейдингов. Он по очереди застрелил всех членов семьи из пистолета 22-го калибра, а после расчленил их тела с помощью мачете. Не получив удовлетворения, Ричард продолжил охоту. Следующими жертвами его изуверств стала семейная пара Чайна Ронг и Сомкит Ховананд. Рамирес убил мужчину, выстрелив ему в висок, а после избил и изнасиловал его жену. В завершение преступник обыскал дом и ушел, забрав все драгоценности. Несчастная женщина потом опишет преступника как смуглого мужчину с плохими зубами, от 30 до 35 лет, весом 68 килограммов, ростом 180 сантиметров или около того. После очередного преступления Рамирес вдруг начал опасаться, что его поймают. Он решил сменить локацию и выбрал город Даймонд Бар для продолжения своих злодеяний в угоду, как он считал, самому сатане. Серийный убийца посчитал, что до этого небольшого городка еще не дошла информация о его зверствах. Позже Рамирес сам подтвердил, что все преступления были хаотичными, однако в каждом из них все же прослеживается определенный сюжет. Дом жертв обычно бежевого или желтого цвета, проживает в нем семейная пара, в которой мужа убивают выстрелом в голову, жена подвергается зверским избиениям и насилию. В конце выносятся все ценные вещи. Рамирес и в новом городке также выбирает в качестве жертв семейные пары. Там он совершает 3 абсолютно идентичных нападения. Только во время нападения на семью Петерсонов все пошло не по плану. Ричард попал в квартиру через раздвижные стеклянные двери, ведущие в гостиную. Из гостиной убийца направился прямо в спальню Криса и Вирджинии Петерсонов. Прежде чем войти в спальню, он взвел курок. Девушка спала чутко, холодный металлический щелчок разбудил ее, и прямо перед собой она увидела Рамиреса. Убийца подошел к кровати и выстрелил Вирджинии под левый глаз, чуть левее носа. От выстрела проснулся Крис. Рамирес выстрелил ему в правый висок, сбив с ног. Смеясь, он выстрелил еще раз в Вирджинию, но промахнулся. Ее мужу удалось встать на ноги и оказать сопротивление Ричарду. Крис попытался повалить преступника на пол, чтобы оторвать ему голову, но тот перебросил его через бедро и побежал к раздвижным стеклянным дверям. Мужчина погнался за ним до дверей, где остановился и принялся звать на помощь. Ричард же сел в машину и помчался обратно, в сторону центра Лос-Анджелеса.
Позже выяснилось, что патроны у Рамиреса были старыми, и порох оцерел. Пули, попавшие в Криса, не смогли пробить череп. Пуля, попавшая в Вирджинию, прошла сквозь небо, попала в горло и вышла из шеи, не затронув мозга. Благодаря этой оплошности преступника Петерсоны остались в живых. Поймать убийцу помогла последняя выжившая жертва. Женщина дала полное описание его внешности и номерные знаки машины, на которой он уехал. Брошенный автомобиль полиция Лос-Анджелеса обнаружила 28 августа 1985 года. В нем было достаточное количество отпечатков пальцев, чтобы установить личность ночного сталкера. Листовки ориентировки с фотографией Ричарда Рамиреса были расклеены практически на каждом столбе. Типографии Лос-Анджелеса в срочном порядке отпечатали миллионы экземпляров. И все это оказалось не зря. 31 августа 1985 года серийного маньяка опознали в продуктовом магазине. На первом же допросе в полицейском участке он сознался во всех преступлениях, даже в тех, в которых его еще не обвинили. Пока органы юстиции готовились к суду, ночной сталкер успел привести себя в порядок. В тюрьме его отмыли, постригли, подкормили, оказали необходимую медицинскую помощь и даже восстановили зубы. Так что через несколько месяцев перед публикой предстал не тот ночной охотник бродяжного вида, которого все знали по описаниям СМИ, а вполне приличный молодой мужчина, который тут же отказался от всех своих показаний. Правоохранительным органам пришлось отложить суд, чтобы более тщательно подготовиться к обвинению, собрать показания выживших жертв и доказательства. Отбор присяжных для судебного разбирательства начался 22 июля 1988 года. Во время своего первого выступления в суде Рамирес поднял руку с нарисованной на ней пентаграммой и выкрикнул «Слава сатане!». 3 августа 1988 года газета «Лос-Анджелес Таймс» сообщила, что сотрудники тюрьмы рассказали о намерении Рамиреса застрелить прокурора из пистолета, который преступник планирует пронести в зал суда. 14 августа 1988 года суд был прерван из-за того, что одна из присяжных, Филлис Синглетари, не явилась на заседание. Позже, в этот же день, она была найдена мертвой в своей квартире. Присяжные были в ужасе, но вскоре выяснилось, что Филлис убил ее любовник, и маньяк не причастен к этому преступлению. 20 сентября 1989 года присяжные, наконец, вынесли единогласный обвинительный вердикт по 43 пунктам обвинения, включая 13 эпизодов убийств, 5 эпизодов покушения на убийство, 11 эпизодов сексуального насилия и 14 эпизодов кражи со взломом. 2 недели спустя тот же состав присяжных вынес смертный приговор по 19 пунктам обвинения. Покидая зал суда, Рамирес сказал: «Подумаешь, смерть всегда сопровождала мою жизнь. Увидимся в Диснейленде». 7 ноября 1989 года осужденный убийца был официально приговорен к смертной казни в газовой камере и до исполнения приговора был отправлен в тюрьму Сан-Квентин, чтобы провести там остаток своих дней. Рамиреса поместили в одиночную камеру смертников. Что очень странно, после приговора Рамирес стал невероятно популярен. У ночного сталкера появилось огромное количество женщин-поклонниц. Каждый день они отправляли Рамиресу письма в надежде на встречу с ним. Дошло до того, что тюремная администрация смягчила для Ричарда Рамирес правила посещения, и вскоре к нему выстроилась очередь из одиноких женщин. Это было совершенно необъяснимое явление. Рамирес как будто был кинозвездой, а не серийным маньяком. Из всех женщин, утверждавших, что влюблены в него, Ричард считал Дорин самой практичной. Она окончила колледж, не курила, не пила и не ругалась. Она была еще девственницей, и это привлекало его больше всего. Он чувствовал, что девушка принадлежит лишь ему. Все остальные знакомые ему женщины уже занимались сексом. Я была единственная, кто о нем действительно заботился. Все остальные были кучкой оригиналок и чудачек, хотевших использовать Ричарда для самоутверждения и острых ощущений. Но я для себя не хотела ничего. Было только то, что я могла сделать для него, как я могла ему помочь, рассказывала девушка журналистам. Дорин была не только его возлюбленной, но и доверенным лицом, секретарем Ричарда. Она занималась его корреспонденцией и передавала сообщения его адвокатам и семье. Часто он получал письма со всей страны, и Дорин помогала ему с перепиской. Свадьба возлюбленных состоялась 3 октября 1996 года. На церемонии невеста была одета в платье с длинными кружевными рукавами. На женихе был накрахмаленный тюремный костюм. Если верить информации из газеты «Лос-Анджелес Таймс», возлюбленная навещала его 4 раза в неделю.
Однако в 2009 году она нашла в себе силы разорвать отношения с Рамиресом. Это случилось после того, как образец ДНК подтвердил его причастность к изнасилованию и убийству 9-летней девочки в Сан-Франциско, но официальной записи о разводе нет. Ночной сталкер провел 23 года в калифорнийской камере смертников. Он умер 7 июня 2013 года в возрасте 53 лет. По результатам вскрытия, причиной смерти Ричарда Рамиреса стала печёночная недостаточность. Дорогие гости и подписчики канала, как вы считаете, что стало причиной такой бесчеловечности ночного сталкера? Виноваты ли в этом его родня, травма, обстоятельства жизни, или он был рожден маньяком? И почему женщины, несмотря ни на что, мечтали оказаться в его объятиях? Свое мнение оставляйте в комментариях.